Это информационное мероприятие. Наши гости Camilo Merizalde, вот он, вы его видите, и Джефф Уоттс из компании Intelligentsia американской, который отошел на минутку, сейчас он подойдет. Это два абсолютно разных человека. Камило стоит у истоков производства своим проектом Santuario, охватывающим Мексику, Коста-Рику, Колумбию и Бразилию. Многие из вас уже имели возможность ознакомиться или даже купить образцы его продукции. И я уверен, что скоро это станет хорошо известным брендом в России. Безусловно, наше сотрудничество с ним мы будем продолжать и развивать. Thank you for coming. I see some familiar faces from last year. Thanks for being here again. Спасибо всем, что пришли. Вижу среди людей знакомые лица. Спасибо, что снова пришли. Basically, the idea is that today we're going to explain a little bit of the work that I do at the farms. Ну, сегодня поговорим немного о работе, которую я провожу непосредственно на фермах. And then Jeff is going to explain the way that he works at Intelligentsia, and we're going to explain a little bit of our friendship on the last 20 years. Ну и потом мы поговорим о том, какую работу Джефф проводит на стороне компании Intelligentsia, и поговорим о нашей дружбе, которая длится уже 20 лет с ней. My presentation is like 6 hours, so be ready. Ну, презентация продлится где-то 6 часов, так что будьте готовы к этому. No, just kidding, only 1 hour. Шутка. 40 minutes. 40 минут. 30. Yeah. And then Jeff is going to explain, his work. Okay, thank you. И потом передадим слово Джеффу. Our company name is Santuario Project, and the actual name comes from the main farm in Colombia, who was Santuario, the original farm. Название всего проекта Santuario Project, и название оригинально идет от фермы в Колумбии, которая называлась, соответственно, Santuario. I'm going to tell you a little bit of history of our company. Santuario works in Colombia, Costa-Rique, Brazil, and Mexico. Я сейчас немного расскажу вам об истории компании. Santuario работает в Колумбии, Коста-Рике, Бразилии и Мексике. Our company creates added value on coffee farming and milling operations. And basically, we concentrate on the techniques to produce the best possible coffees. Компания как бы создает дополнительную стоимость за счет процедур, проходящих на ферме, и последующей обработки на станциях обработки. Цель компании – производить лучшие specialty кофе. First, we started in Colombia in 1998 with Santuario Farms and sourcing small lots from producers in Colombia. Началось все с Колумбии, с фермы Santuario, а также с сорсинга кофе через региональные проекты, региональных ферм. Then, in 2014, we moved to Brazil and we duplicate Santuario in Brazil, and we created these two farms, and we also sourced small lots from producers. В 2014 году проект появился в Бразилии, и он как бы копировал ферму в Колумбии. Появились две фермы, Santuario Sul и Alta Vista. And then next, after Brazil, we moved to Costa Rica and we created Tres Milagros and El Recuerdo farm, and we also have small lots from Costa Rica. И в 2015 году проект уже появился в Коста-Рике, тоже появилось две фермы, Tres Milagros и El Recuerdo фермы. Вот, и также производились различные нанолоты, микролоты дополнительно. And then 2 years ago, we started in Mexico with a new project called Guadalupe Sapu, and we have in Veracruz a process center that we source coffees from small producers. И в 2017 году проект уже появился в Мексике.
на ферме Гваделупе Заху. И также есть отдельный проект, который направлен на сорсинг микролотов у местных производителей. Our company basically concentrates on top quality coffees, 87 and plus is the 75% of our production. Компания в основном фокусируется на кофе, который получает балл 87+. И это составляет 75% общего производства кофе, которое производит компания. We also have microlots and regional programs between 85 and 87 points that they are like around 20% of our production. А также компания производит региональный кофе и микролоты, которые получают балл от 85 до 87. И это примерно составляет 20% объема производства кофе компании. And we also have a little of Excelso selection for clients that they look for good quality Excelso coffees. Ну и есть небольшой объем кофе Excelsa 84+, который составляет всего 5% объема производства компании. Our company, we are a multinational company with only 3 people. Ну, особенность компании, что это мультинациональная компания, в состав которой входит всего лишь 3 человека. I'm the director. I have a person from Costa-Рике who's the process manager and a person from Colombia who's the quality assurance manager. Итак, в команде помимо Камила есть человек из Колумбии, который from Costa Rica, the first person. Человек из Коста-Рики, который занимается всеми вопросами обработки, и человек из Колумбии, который заведует вопросами качества. But we have a support team in each of the countries that they help us with managing the farms, agronomists, coppers, and all the logistics. Но в каждой стране у компании есть целая команда людей, которые помогают им с вопросами, связанными с работой на ферме, агрономией, каппингом и логистикой. So in total, we are like 60 people working together with Santuario. Так что на самом деле над проектом работает около 60 человек. And one of the things that I'm always saying is that if we understand the needs of consumers like you, we always improve the odds of having total innovation in our products. Основная идея компании в том, что если компания будет понимать нужды непосредственно клиентов, таких как собравшиеся в зале, то она будет просто более успешная, и все будут более успешными. And this is why we are constantly looking to create new coffees and new processes. И поэтому компания постоянно стремится создавать новые сорта и использовать новые способы обработки кофе. I'm going to just get a little bit of the presentation. You need to pay good attention because we have some beautiful gifts that I'm going to be asking, you know, some things. If you answer right, you're going to win. Сейчас интересный момент. Пожалуйста, будьте внимательны, потому что у нас есть замечательные подарки, и если вы будете хорошо слушать, будут также вопросы впоследствии. Те, кто правильно будут отвечать на вопросы, будут получать эти дары. One of the prizes is a beautiful trip to Brazil. No, I'm just kidding. Один из призов — поездка в Бразилию, но это шутка. Okay, but pay attention. Okay, so Oh, big taste. you know, in order to have like a really good process at the farm, you need to know what's going on at the farm. So you need to know what quality of coffees you have, the altitude, the potential that you have at the farm. Ну, прежде всего, чтобы создать качественный кофе, нужно очень хорошо понимать, что происходит на ферме, какой кофе там выращивается, какие высоты и другую информацию о ферме.
And we keep track of everything. We know the type of shade, how much water we got that year, basically everything. We know the temperature, the humidity percentage during the weeks. And at the end, we have a total understanding of what's going on in the farm. И мы следим за всеми этими вопросами, мы знаем, какие теневые деревья, как вообще, какая тень используется на ферме, какие показатели влажности и всю другую информацию, всю мы учитываем и знаем про наши проекты. So this is an idea of how we manage the farms. We always take pictures, aerial pictures, and then we have every single lot identified. Ну, это вот в данном случае пример того, как мы управляем фермами. Мы делаем реальную фотографию сверху и делим это все на участки. И знаем, откуда какой кофе к нам поступит. И формируем лоты соответственно. One of the things that we do every single day before the harvest time, we measure the sweetness of the cherries. И одна важная вещь, которую мы делаем всегда перед сбором урожая, мы меряем сладость ягод. Once we measure the sweetness of the cherries, we send the harvesters to do the harvest of the day. И как только мы производим эти измерения, мы отправляем сборщиков пикеров собирать урожай дня. And we do the same in Colombia, Costa-Рике, Brazil, Mexico. So it's the same in everywhere. И эту процедуру мы повторяем во всех проектах Колумбии, Коста-Рике, Бразилии и Мексике. And this picture is basically how we do our work, because we always say that we need to be perfect no matter the scale that we're doing. И эта картинка, она как бы презентует нашу работу, потому что мы считаем, что мы должны делать все просто отлично, вне зависимости от обстоятельств. I'm moving to the right because I can be. This is a picture of Costa Rica. This is one of the Ethiopian varieties that we harvest last harvest, and basically we get every day like 10 tons of coffee, and they have to be with this quality. Ну, на картинке непосредственно это Коста-Рика, это собранная одна из эфиопских разновидностей, произрастающих на ферме. И кофе такого качества получает 10 tons per day? 10 тонн в день где-то, коллеги. And once we harvest, we also do a quality control, and we check the different aspects of the cherries. И после сбора уже осуществляется дополнительный контроль качества, измеряются различные характеристики самих ягод. And then, when we do the quality control, we do a color code for each of the varieties. И после контроля качества также существует измерение цвета вот по такой таблице для всех разновидностей отдельно. Basically, this is an example of a red bourbon coffee that was at 23 bricks level, and the color is, we call it number 6, and we teach this to the harvester so they can actually have a visual identification of the coffees. И в данном случае это пример красного бурбона, и он по Бриксу получил 23 балла и получил непосредственно код цвета 6. Эти коды передаются пикерам, чтобы они могли делать свою работу максимально качественно. And once we have the coffees ready, we start the process selection. There is a lot of influence on what process we're going to do. И после всех этих процедур коллеги выбирают тот способ обработки, который они будут применять конкретно к этому лоту разновидности. Because we found that we have Colombia, Costa Rica, Brazil, and Mexico, and then we have típica Borbón, Geisha, Sudanume, Eugenoides, Java, Villa Sarchi, F1. So we have many varieties.
Ну, эта процедура необходима, поскольку имеются не только разные страны происхождения, Коста-Рика, Колумбия, Бразилия, Мексика, а также используется множество разновидностей. What are the varieties? Бурбон, Eugenioides, F1, Villa Sarchi и так далее. Many varieties. And we found that depending on the origin, the variety, and the farm, a process must be selected to enhance the flavors of the coffee. И в зависимости от того, какова страна происхождения, какая разновидность и вообще что за ферма, можно выбирать и нужно разные способы обработки, чтобы максимально раскрыть вкус кофе. And once we start selecting the process that we want to do, basically this is an example of how we do it. For example, we can choose wet mill, natural, or some of the new processes. Ну и в зависимости от этих факторов фундаментально можно выбрать мытую обработку, натуральную обработку или какой-то из новых видов обработки. And for example, when we select a wash, just a wash normal coffee, we go through a really serious process. И, например, когда мы выбираем обработку мытую, то мы проходим очень серьезный процесс. We select the variety. We choose cherries between 22 and 24 bricks level. Значит, прежде всего мы выбираем разновидность и далее выбираем ягоды, которые по бриксу получают 22-24% баллов. Then we soak the cherries on water between 1 and 2 hours. Then we wash the cherries and then we depulp the cherries. И потом мы вымачиваем ягоды в течение 1-2 часов, после чего они проходят мытую, потом они промываются, и потом происходит депульпация. And then we begin the fermentation process that could be with water or without water, and then at the end we dry on African beds. И потом непосредственно происходит ферментация, которая может быть сухой или влажной, с применением воды или без, и непосредственно потом уже сушка на африканских кроватях. This is an example of how clean we are. We are extremely rigorous with the cleanliness of all the facilities that we have. Это пример того, как чисто все происходит, и за этой чистотой следят на всех производствах, станциях обработки, которые есть в проекте. We constantly measure the pH level of the water. Постоянно меряется уровень pH воды. Because we're going to begin a fermentation process, so there is no way that we can have a water that is too alkalinic or too acidic. И поскольку в дальнейшем предстоит ферментация, то коллеги не могут позволить себе иметь слишком кислотную воду, щелочную или кислотную среду. This is an example of a fermentation with water. Это пример ферментации с применением воды. We control the bricks level and the pH of the fermentation process. И в процессе контролируется уровень брикс и уровень pH. This is an example of a coffee being fermented without water. А это сухая ферментация без применения воды. And this is an example of how clean the coffee is when it's finished. Ну и это, собственно, пример того, насколько кофе чистый, когда все процессы завершаются относительно ферментации. Then I'm going to explain the honey process, how we do it. Сейчас поговорим об обработке хани. We, as the past process, we select the cherries. Then for the honey process, we try to get sweeter cherries between 24 and 26 bricks level. Опять происходит подбор ягод, но в данном случае
коллеги используют более сладкие ягоды, которые получают 24-26 баллов по Брикс. And then, on this case, we soak the cherries on water for between 3-4 hours. Between 3 and 4. Okay. Then we wash the cherries and then we depulp the cherries. И в случае с хани вымачивание проходит дольше, 3-4 часа, потом ягоды промываются, и потом происходит депульпация. This is an example how the coffee comes out from the depulping process. Это непосредственно депульпированный кофе. And after a few days, they start looking like this. Ну и в процессе, через пару дней, в процессе сушки кофе уже выглядит вот так. This is one of the facilities in Veracruz, Mexico, and we have temperature control and humidity control here. Это фотография из Веракрус, Мексика. Значит, тут у них установлены температурный контроль и контроль влажности в парнике. And then the coffee always, they tend to look the same. И от раза к разу кофе выглядит одинаково. I'm going to explain the natural coffees, the way that we do it. Теперь поговорим про натуральную обработку, как это делается в Santuario. For the natural process, we always try to select the highest sweetness on the cherries. Основное отличие натурального процесса, что коллеги выбирают самые сладкие ягоды для этой обработки, 24 плюс балла по Брикс. And for the natural, we try to soak the cherries on water more than any other process. И вымачивание в данном случае в воде тоже проходит дольше, чем в двух предыдущих процессах и в любом другом. And then we wash, we dry the cherries on African beds with fans and UV lights on it. И потом происходит промывка и непосредственно сушка на африканских кроватях с использованием ультрафиолетовых ламп и специальных фенов. This is an example of the drying beds that we have with UV lights. This is in Brazil. We have parabolic beds. Значит, до этого фотография был пример того, как сушится с использованием ультрафиолета, а это с фермы в Бразилии, где используются параболические африканские кровати для сушки. It's not African beds, but it's parabolic like patios. Right? Yeah, параболические патио. It's African with parabolic. No, but they are raised. They're high. Oh, they're high. So they are kind of African beds. It's African and parabolic. Good. For example, in Brazil, we have a combination of how we dry the coffees. First, we leave the coffees half day without any plastic, and then we cover it. Как происходит сушка? Сначала кофе сушится без полиэтилена, пластика полдня, а потом уже используется непосредственно полиэтилен. We also have some of the greenhouses. They have extractors. И вот в некоторых этих парниках для сушки, скажем так, используются фены, вентиляторы. And I'm going to explain. This is a combination of a wash process. Combination of wash process. Ну и определенная разновидность мытой обработки. And we call it hydrofermentation. Которая называется гидроферментация. And one of the things that we do here, we also select really high sweetness on the cherries. И опять-таки для данного способа обработки выбираются очень сладкие ягоды. And then we soak the cherries also for a long time. И вымачивание также проходит длительное время. And then what we do is we ferment first 36 hours with water and then 18 hours without water. И что касается ферментации, первые 36 часов мы проводим ферментацию с использованием воды, а уже следующие 18 без использования воды, то есть сухую ферментацию. And this is an example. We wash the coffee first. И вот он пример. Мы сначала промываем кофе. Then we leave it without water.
точнее используем мытую ферментацию, а потом переходим к сухой ферментации. And then we wash the coffee again. А потом мы опять промываем кофе. And then the coffee is fermented with water. И потом кофе ферментируется с водой. So you can have an idea when we do this type of fermentations combined, like in this specific case, we do this for people who likes coffees really clean and with really light acidity, like you know, really different coffees. Ну и такой способ обработки мы используем для тех, кому нравится действительно другой кофе, очень чистый, но одновременно с низкой кислотностью. And at the end, the coffees are extremely clean, white, and the cup is really, really nice. И после применения этого способа обработки кофе действительно очень чистый и профиль чашки очень вкусный и интересный. And here comes a really amazing new process that we have. Ну а вот сейчас поговорим о замечательном новом способе обработки, который у нас есть. No picture, please. И не снимайте, пожалуйста, это. Basically, here we have done this in Mexico with whiskey barrels from Kentucky. И этот способ обработки мы применяли в Мексике, например, используя бочки от бурбона, от виски Кентукки. And you can actually use the same process with red wine barrels, white wine barrels, vodka barrels, whatever we can use. Ну и такой способ обработки можно использовать с абсолютно разными бочками, например, из-под красного, белого вина или из-под водки, если такие можно было найти. And for this process, we select the variety. Basically, we have been using only caturras for this, and some villas of cheese. Мы выбираем разновидность, но обычно мы используем только катуру и вилла сарчи для этого способа обработки. We harvest, in this case, we did a natural whiskey bourbon barrel modulation. No, for the case of this process was natural coffee. В данном случае для этого способа обработки используется натуральный кофе. And we also select really sweet cherries. Опять-таки используются очень сладкие ягоды. And then we do the normal process like the other coffees. И потом уже идет нормальный способ обработки, как для других кофе. And one of where the big difference takes place is how we manage the whole process. Основное отличие заключается в том, как мы управляем всем процессом. We control the temperature of the greenhouse, we control the humidity of the greenhouse. Непосредственно мы контролируем температуру парника для сушки и влажность внутри него. And basically, we have a natural process of the coffee until the coffee is 18% humidity. И мы используем натуральный способ обработки фактически до того момента, пока влажность кофе не достигнет 18%. Then we take the cherries from the African beds and we put them into the barrels. И после этого мы собираем кофе с африканских кроватей и перекладываем его в бочки. Then the humidity of the cherries increase between 1 and 4 points. И потом влажность повышается на 1-3 пункта. Then the flavors are absorbed into the cherries. И вкусы непосредственно, черешня абсорбирует вкусы ягоды. And then we keep the coffee inside the barrels between 2 to 4 days. И мы держим дальше кофе в бочках 2-4 дня. And then we take them back to the African beds until they are like around 10.5% humidity. Потом мы возвращаем кофе на африканские кровати и сушим его до того, как влажность не достигнет 10,5%. Here's an example. First natural, then into the barrels, and then back to the African beds.
Ну и тут как раз мы видим пример. Сначала натуральная обработка, сушка, потом бочки и потом обратно на африканские кровати. Фоткайте, кому надо. Here is a really good explanation of the whole process. Тут вот хорошая визуализация всего и объяснение процесса. The regular natural process until we put the coffee inside the barrels and then the final days. И вот голубая, значит, линия – это сушка обычно натуральная, потом прямая – это уже в бочках, и на снижении – это обратно на патио, на африканскую кровать. And then you can see the humidity going down. Then when we put the coffee inside the barrels, the humidity goes up and down again, and then the final drying process on African beds. То есть сначала влажность падает во время обычной сушки, потом, когда мы перекладываем кофе в бочку, влажность чуть-чуть повышается и опять падает, и после этого мы уже перекладываем обратно на африканские кровати, и влажность окончательно падает. And we found that on the quality profile, our previous coffees, they were like 86, and when we put them into the barrels, some people gave them 89.5. Ну и что мы обнаружили, что с обычным, and 86 is just a natural coffee, right? Natural process. Yeah. Что мы обнаружили, что после того, как мы непосредственно, сначала, когда мы просто применяли натуральный способ обработки, такой кофе получал 86 баллов. После обработки с использованием бочек такого же кофе балл существенно повышался, 89,5 получал. And this is how the cherries look when they're ready. The color is amazing. И так выглядят ягоды, когда они готовы. Цвет просто удивительный. And if you see, we have different colors. Green, we use it for honey. Blue for wash, and red for natural. So we don't use the same barrels on different processes. И как вы видите, бочки помечены разными цветами, и в случае с зеленым это кофе, который пойдет из бочки на натуральную обработку, red for honey, красный. No. Green for honey. Green for honey. Зеленый, извиняюсь, это honey. And red for honey. And red for natural. Red for natural. Красный идет натуральная, синий мытая, зеленый honey. And then we have a new process called honey mosto. Есть еще один новый процесс, который называется honey mosto. Okay, time for the first present of the day. Итак, время разыграть первый подарок дня. Who can remember the color of the barrel that we use for honey? Raise your Руку. Okay. Первая рука. Which one? Yeah, she raised the hand first. It's green. It's green. She's a winner. Okay, great. And where is the present? Do we have any present? Can we have a I jacket? hope so. Okay, yeah, it will be transferred soon. We'll take care about logistics. What size are you? It's funny, but we have a present. Medium? Yeah. It's medium size? Yeah. Medium we need. Of course, it's extra large. I think it's No, we have. Oh yeah. Hey, that's a nice one. Congratulations. Okay. So, keep going, keep paying good attention. Can you please put it on and so you can show the people how you look with the... Итак, примерочка у нас, давайте. А мы продолжаем, следите внимательно. Да нет, не обязательная процедура, шутка, конечно. Okay, I'm going to explain the honey mosto. This is, I can say that we are the only people doing this. This is one of the newest processes that we're doing. It's been done in Mexico for the moment, and for the next crop,
that we just began a month and a half ago in Brazil is going to have the same process. Итак, поговорим про Honey Mosto. Это абсолютно новый процесс, никто его, кроме Santuario, на сегодняшний день не использует. Он уже применен в Мексике и сейчас будет применен в Бразилии. What is Mosto? Mosto is a juice that we make out of the cherries. Что такое Mosto? Mosto – это сок, который получается из ягод непосредственно кофейных. Tastes like cranberries, maybe with guava. You know guava? Гуава. Yeah, guava. Гуава, по вкусу как cranberry, смородина, что ли? Клюква. Да. Клюква и гуава. One of the things when we start doing this, many people they start saying, are they a safe product? So we start doing a lot of analysis, and we have biological analysis of everything, so we can actually drink if we want this. Ну и первый вопрос у людей возник, это вообще безопасный продукт или нет. Уже проведено множество анализов и вывод, что это можно спокойно употреблять в пищу, пить. Once we do the mosto, we measure the sweetness of the mosto, and then we filter the mosto. Итак, и также измеряется сладость мосто, и отдельно этот напиток, жидкость фильтруется. And we also keep it with a temperature control system on a refrigerator. И также он хранится в холодильнике с системой температурного контроля. And then we also measure the pH of the mosto. И также измеряется pH сока. And basically, what are we doing with the mosto? We are creating enzymes from the same coffee instead of using yeast from other sources, like many people they do it. И таким образом мы создаем энзимы из самого сока, кофе, скорее, чем из других субстанций, которые там используются при экспериментальных обработках. And by doing this, we are enhancing whichever product or whichever process we want to do with the same coffee flavors. И таким образом мы улучшаем любую обработку, которую мы хотим сделать энзимами того же кофе. And once we have the mosto ready, we start selecting the process that we want to do. И как только у нас готов сок мосто, мы выбираем тот способ обработки, который мы хотели бы применить. Here I'm going to explain the mosto process on a natural coffee. Ну и сейчас поговорим о обработке мосто, используя натуральный кофе, например. We select the cherries with really high sweetness. We soak the cherries at least 6 hours, so here is higher and the soaking is higher too. Мы опять-таки используем очень сладкие ягоды и также долго вымачиваем кофе, как минимум 6 часов. Не совсем правильно тут написано. Then we take the cherries and we impregnate them with the mosto. Потом мы берем ягоды и добавляем мосто. And then we put them on the African beds. После чего непосредственно все идет на сушку в африканские кровати. Here's an example of the way that we do it. We have for every 20 kilos, we have some specific amount of cubic centimeters that we need to apply. Ну и на каждую меру ягод добавляется определенное количество сока. And this is how the mosto looks on the cherries. At the beginning it's really sticky, but then they become normal. Ну и вот так выглядит нанесение, скажем так, моста на ягоды. Сначала они обволакиваются им, такие липкие становятся, а потом при сушке выглядит уже нормально. Okay, time for the second present. Итак, второй презент. I'm going to go back to the beginning of the presentation, so it's going to be a little bit more difficult.
This time the person needs to raise the hand and stand up really fast. Теперь тот, кто... Значит, мы вернемся к самому началу презентации, так что будет немножко сложнее. Тот, кто хочет ответить, не просто поднимает руку, но и быстро встает. And come and touch my left hand. И бежит, и дотрагивает. Okay. Should they stand up anyway? No. Все, нет, просто рука, это шутка. Okay, what was the third place that I start Santuario project? Где было третье место, где я начал Santuario проект? Yeah, you're right. Yeah, you're right. Все правильный ответ. Okay, we have a winner. Какой размер? Large. ML? He's a Colombian living in Moscow. He's been living for quite a while here. Felicitaciones. Okay. Then we have another different process called honey capsule roll. У нас есть еще также один экспериментальная обработка, которая называется honey capsule roll. This is basically like an anaerobic process. По большому счету это анаэробная обработка. Here you can also do it wash, natural or honey. И также в этом способе обработки можно использовать мытый, натуральный кофе или кофе honey. And for this specific example, we use natural. И опять-таки для этого примера мы будем использовать натуральный кофе. Basically, what we do is we take the cherries and then we put them into plastics and then we make a roll. Мы берем непосредственно ягоды, мы кладем их в пластик, в полиэтилен и сворачиваем в такую колбасу. We leave the cherries on the plastic for at least 20 to 24 hours. И ягоды остаются в таком положении не менее 20-24 часов. And then we seal the plastic like every 2 meters really tight so oxygen won't go in. И мы также закрепляем этот пластик, что очень плотно, чтобы кислород не проходил в него. And we only use blue or orange plastic because of that UV effect on the coffee. И также мы используем только голубой или оранжевый пластик, чтобы for UV effect, для эффекта ультрафиолетового света на эти ягоды. And once we have the coffees ready, we take them out to the African beds to lower the humidity to 10.5 again. И когда проходит эта процедура, мы забираем кофе сушиться на африканские кровати до влажности 10,5%. So you can have an idea of how many processes we can do. We are going to start doing honey roll capsule with Moscow honey. И, соответственно, вот из всего вышеупомянутого можно представить, сколько процессов вообще коллеги могут делать. То есть, например, они могут сделать honey roll capsule, процесс, используя Mosto сок, и вот будет такая обработка. And then we have many more combinations. So we have like 20 different things that we can do. I'm just going to go over a few that we are constantly doing. Но еще на самом деле есть множество комбинаций обработок, около 20. Вот по некоторым сейчас поговорим, пробежимся. This one we call it Nana Sun, which is natural anaerobic sun-dried coffees. Вот, например, обработка Nana Sun, которая представляет из себя натуральную анаэробную обработку с сушкой на солнце. In this case, we soak the cherries in water for at least 2 hours. Then we take the natural coffees and we put it on sealed tanks between 3 to 8 days. В данном случае после вымачивания кофе выбирается натуральный кофе, отправляется в запечатанный танк на 3-8 дня. And then they go to the African beds for the final drying process. И потом он уходит на африканские кровати для финальной сушки. This is one of the tanks that we use for the process.
Вот так выглядит танк, который используется для этой обработки. Then we have the Naho sun process, which is a natural honey sun dry. Ну, следующий процесс, который можно смотреть, это Нахо-сан. Натуральный хани с использованием сушки на солнце. It just sounds a little bit Japanese, I'd say. And for this process, basically what we do is we do a natural process between 2 or 4 days. Значит, в данном случае используется натуральная обработка. And what do you mean, like 2 or 4 days? What does that mean? We put the natural on African beds 2 days. Используется кофе натуральной обработки, который сушится 2 или 4 дня. Then we take the coffee and we depulp it, and then we make honeys. После этого кофе собирается, производится депульпация и производится обработки хани. And then we sun dry the coffees on African beds. И после этого происходит сушка на африканских кроватях. And on this process, you can actually choose between honey, white, yellow, red, or black process. Ну и, соответственно, после депульпации можно депульпировать ягоду по-разному, выбирать между белым хани, желтым хани, красным хани и черным хани. And depending on which of these options you choose, you concentrate more on fruit flavors or acidity. И в зависимости от того, какую опцию можно выбрать, можно либо концентрироваться на фруктовых сладких тонах, либо больше на кислотности. This is an example of how we do it. First we have the naturals, then we depulp it. The coffees are really with a different color, and then we dry it on the African beds. Ну вот пример того, как это происходит. Вот у нас сначала есть натуральный кофе, после этого он уже депульпирован, и потом на большом фото он досушивается на африканских кроватях. This is in Costa-Rique, 3 Milagros. Это мы видим Коста-Рику, ферма 3 Milagros. Then we have Soho Sun, Потом у нас есть Сохо-сан, which is basically a soak coffee, depulp, and then honey. Что значит, что вымоченный кофе депульпируется и потом отправляется на обработку хани. We put the coffee on water floating between 2 to 4 hours. Вымачивается кофе 2-4 часа. And then we depulp it, and then we make a honey process. После чего происходит депульпация и опять-таки обработка хани. And on this process we can also add some of the mosto. So we're enhancing a double process with mosto. И после этого опять-таки может быть добавлено мосто, то бишь сок кофейных ягод. And this is how the coffee looks. It's really amazing. The color of the parchment is like if you were putting like red paint on it. И после этого кофе выглядит подобным образом, выглядит действительно удивительно, как будто бы красной краской парчмент кофейный покрасили. And these coffees, they taste like cranberries with guava. И как раз таки вкус моста можно в профиле чашки почувствовать. Это клюква и гуава. And then we have another called soefe, which is a soak, depulp, sun-dried coffee. И еще есть следующий способ обработки содефе, сан. Это вымоченный кофе, депульпированный и потом мытый, насколько я понял. And basically this is a regular washed coffee. The only difference is that we do a double fermentation. Ну и в принципе это обычный мытый кофе, за исключением того, что производится двойная ферментация. And then, like I told you, we have unlimited combinations to do. But one of the things that we always take like into detail is how we dry the coffee. Ну и как вы можете понять, может быть множество различных комбинаций. What about drying? Но самая главная часть, это, конечно, и тяжелое, это то, что нужно быть очень аккуратным с сушкой кофе.
because no matter how beautiful the process is, if you don't dry the coffee the right way, you can ruin everything. И неважно, как замечательно выглядит процесс обработки, если порядок сушка была проведена неправильно, то есть большой шанс все уничтожить. And basically, the way that you need to dry coffee is first the migration of the moisture from the inside of the bean. И одно из самых важных – это обращать внимание на миграцию влаги, которая идет изнутри зерна. So here's an example of how with heat you take the humidity from the inside of the bean to the outside. В данном случае это визуализация того, как с помощью тепла влажность изнутри зерна кочует снаружи, выпаривается. And then once you have the humidity outside of the bean, you need the air or the fans to move them away. И как только эта влажность вышла из зерна, нужно, чтобы вентиляторы, система кондиционирования какого-то выдувала эту влажность. And this is an example of a graph of around like 20 days of drying a coffee. И на этом графике мы можем видеть пример того, как кофе сушится 20 дней, допустим. And basically, what are we looking for is to keep the humidity rate going down steady. И что нам нужно получить, так это то, чтобы влажность из кофе уходила бы постепенно. Many farmers, what they do is during the day the humidity goes down and then at night up. So if you see like another graph, they tend to be like this on humidity. Многие фермеры, которые сушат кофе, у них с влажностью происходит следующее, что во время дня влажность выходит быстро, а ночью медленно, и график может получаться кривой или вообще повышаться. График может такой рваный получаться. And on the temperature, what we do is we keep the temperature steady all the time, between 26, 27 to 35 degrees. Красный график – это график температуры, и то, что мы делаем с температурой, мы тоже пытаемся держать ее под контролем ровно всегда. What degrees? 28 to 36. А в диапазоне от 28 до 36 градусов температура держится. And when a coffee is in good condition, it looks like this, full of all the proteins, lipids, so all the flavors are inside. Когда кофе в хорошем состоянии, под микроскопом он выглядит вот так, полон протеинов и различные биохимии, которые дают ему вкус непосредственно. And if you don't do a good job, the coffee looks like this, empty, no flavors, no acidity, no nothing there. Если работа сделана не очень хорошо, то кофе под микроскопом будет выглядеть вот так, пусто. То есть не будет вкусов, не будет всех составляющих, дающих вкус. So this is a good coffee, this is a bad coffee. Хороший кофе. You want to take a picture? Хороший. И плохой. And then we cup the coffees, and then we cup again, and then we cup again. Here is Jeff cupping. Actually, why I am doing all of this is because I met Jeff 20 years ago, and since the first day he kept saying, Camilo, you should look for new processes and you need to innovate every day. So basically what I'm doing today is because of this guy behind you. Итак, потом мы капим кофе и еще раз капим кофе. На фотографии вы видите, как Джефф капит кофе, и все, что на самом деле происходит в Santuario, это все благодаря Джеффу, который мотивировал Камило постоянно экспериментировать, постоянно пробовать новые обработки, виды и так далее. These are some copies with the Mexican people in Brazil. So we always get all the Santuario people together at least twice a year to cup and talk together about the processes and everything.
На этом фото можно видеть мексиканских людей, которые капят непосредственно кофе в Бразилии в рамках Santuario проекта. И Santuario всегда своих людей где-то сводит вместе, чтобы они могли обмениваться знаниями, впечатлениями. Okay, time for the third prize. Итак, третий вопрос пошел. Let me see. Okay, I have it. Who can name the name of the farm in Mexico? Кто может назвать имя фермы? No. The name of the farm. Имя фермы в Мексике, которая принадлежит Santuario. Yeah. Oh, Правильный ответ. Okay, we have a winner. У нас победитель. Вот. Опа, отлично. Okay. Good. And at the end, with all the countries, we create the profiles from each of the countries. At the beginning, I only had Colombia, which was easy, then Brazil, then Costa-Rique, and then Mexico. So right now, we have 4 countries. So we need to understand, the different processes, how they affect the coffees in each of the countries. И после этого каппинг – это как такое своеобразное исследование, которое дает различные профайлы, и учитывая, что у проекта множество обработок, им нужно как-то это все фиксировать и понимать, как обработка влияет на кофе. And at the end, we make like a presentation card of each of the coffees, so we can actually know for the next year how the coffees taste and how we want them to taste again. И после этого мы планируем, мы понимаем, какой кофе на вкус и что мы должны сделать, и как мы хотим, каким мы хотим видеть его в следующем году, улучшить. And many people, they think that processing coffee is a simple thing, but at the end, processing coffee is a complex lab process. И многие думают, что обработка кофе – это достаточно легкая вещь, но на самом деле обработка кофе – это сложный, комплексный лабораторный процесс. And we use a lot of instruments to keep track of the process in order to create homogeneous products and standard processes. И множество оборудования используется для того, чтобы получать гомогенный продукт и стандартизировать обработку. I'm going to show you a few pictures of different places. So some people, they want to come and visit us. И сейчас покажу некоторые фото из разных мест, чтобы, может, у кого-то из вас родилось желание нас посетить когда-нибудь. Colombia. Колумбия. This is some pictures of Santuario farm. Это одна из ферм Santuario. Some of the producers that they supply coffees to us. Некоторые производители, которые поставляют нам кофе. This is the lab center in Colombia that we have. Лабораторный центр в Колумбии, который у нас есть. Коста-Рике. Коста-Рике. This is the milling facility. Это станция обработки. Some of the processes. Обработка. This is Tres Milagros farm. Это ферма Tres Milagros. Full of shade. Много теневых деревьев. These are some of the coffees from Tres Milagros. We produce Ethiopian varieties that we sold last year to Intelligentsia. Вот, например, эфиопские разновидности, которые мы производим на Tres Milagros и продаем Intelligentsia Coffee. This is the new lab that we have in Costa-Rica. Это новая лаборатория, которая у нас есть в Коста-Рике. And we are building a milling facility in Costa Rica for next year. И также мы строим станцию сухой обработки в Коста-Рике на следующем году. Она появится. This is Santuario do Sul in Brazil. Это Santuario Sul в Бразилии. This is the milling facility. Станция обработки. The fermentation tanks. Ферментационные танки.
in Brazil, all the drying greenhouses, we are turning them into blue. В Бразилии крыши всех парников для сушки кофе, они окрашены в синий, в голубой. In Brazil, we have this year cachaça barrels. В Бразилии также есть бочки из-под кашасы. In Mexico, which is our newest origin. И в Мексике, которая является самым нашим новым оригином. These are some of the fermentation tanks in Guadalupe. Это ферментационные танки в Гваделупе. Drying house in Guadalupe. Значит, это помещение для сушки кофе в Гваделупе. This is the new facility in Veracruz. Это новая, it's like a dry mill. Yeah, it's a dry mill with Это станция сухой обработки в Веракрузе. With the barrels. Опять-таки бочки. Okay, one more question. И есть еще один вопрос. What color is the natural one? Натуральный. Какой цвет? Huh? It's red. Red. Okay, Is that right? we have a winner. Sergey, medium size. Can you stand up, please, so they can see the winner? I'm just kidding. There she is. Okay. And Mexico again. Опять Мексика. These are the new fermentation tanks that we use for anaerobic processes. Это новые ферментационные танки, которые используются для анаэробной ферментации. And at the end, almost getting to the end of my presentation, I'm always saying that if you want your customers to feel special, you can achieve this by approaching them as an individual, and then they become family members. Ну и вот такой вот слоган, который всегда озвучивается каждый раз. Если вы хотите, чтобы ваши клиенты чувствовали себя особенно, вы можете достигнуть этого, находя к каждому индивидуальный подход. Тогда они станут вам как члены семьи. And Intelligentsia comes into the picture right now because the way that we approach each other was as an individual relationship, and today we can say that we're like family. И теперь в картине у нас появляется и в данном семинаре Intelligentsia, к которому мы относимся практически как к семье нашей. And I'm going to give you a little portion of history here. This was my first bag that I sold to Intelligentsia. И теперь немножко истории. Это первый мешок, который я продал Intelligentsia. Okay. Паузу, да? Я думаю. And? Since 2003 with this guy. So please, an applause to Jeff. But first, we have 5 minutes, so you can go and Drink coffee. have some Colombian candies that we have, and then please be back. Thank you. Так, друзья, да. 5. Да. Thank you, Камило. Спасибо, Камило. Это большая честь для членов вашей семьи. И я хотел бы напомнить всем присутствующим здесь, что помимо красивых картинок, у вас есть шанс посетить ферму Santuario в Бразилии, а также ферму в Колумбии. Запись продолжается. Поездка в первой половине сентября до 30 июня. Ждем вашего интереса к этой